Привет! И в этом 9-минутном видео я буду окрашивать свои лысые брови, покажу, как я рисую свои супер стойкие стрелки пигментом прямого действия для бровей, которые держатся 7 дней. Сделаю легкий освежающий макияж для своего возрастного лица, а также мы с вами будем снимать носки моего мужа с моей головы. Привет! Давайте будем красить мои брови. Я даже на себе делаю это в перчатках, потому что привыкла так работать в салоне. У меня брови белые, пушковые, это генетика. В моем случае я буду использовать черную краску для бровей в пропорции 1:1. Этот вид краски этого бренда достаточно мягкий, и в моем случае он не даст такой интенсивности, как дают некоторые другие краски. Поэтому я использую черный, потому что коричневый у них на мне получается рыжий, едва заметный. При окрашивании редких бровей я не рекомендую использовать кисточку, потому что краску нужно вбивать в кожу, а не размазывать. В таких случаях лучше всего подходит такая спиральная палочка. Я всегда держу ее параллельно брови и вот такими вбивающими движениями целой плоскостью наношу краску. Она сразу прилипает к коже и прекрасно ложится. И когда окрашиваешь такими параллельными бровям движениями, краска ложится аккуратно, и окантовку бровей даже можно не поправлять. Видите, как аккуратно получается? А если бы я наносила краску кончиком палочки, то обязательно бы выехала за окантовку. В любом случае, я заранее подготовила ватные палочки, смоченные мицеллярной водой, и уже по привычке просто поправила окантовку. Кстати, вначале я вам показывала бутылочку с оксидом, на которой было написано 6%. Я оттуда его вылила и добавила 3%. Потому что для таких тонких волосинок, как у меня, достаточно 3%. 6% рекомендуется использовать для седых бровей, для грубых волосков. Так что имейте это в виду. Всегда учитывайте толщину своих волосинок, если седина. И вот вторую бровь я покрасила и тоже корректирую окантовку. Вот так у меня получилось. Я считаю, что ровно. Помимо бровей, вот таким пигментом я себе рисую еще стрелки, которые держатся 7 дней. Но сначала я нанесу увлажняющий бальзам, масло от Миксит на губы, чтобы они пока напитались, увлажнились, потому что дальше я буду делать еще и макияж, а также буду снимать носки с волос, чтобы показать вам свою укладку. В качестве шаблона использую лейкопластыри. Стрелки буду рисовать пигментом прямого действия для бровей, темно-коричневый. Пигмент схватывается быстро, буквально за доли секунды, поэтому без шаблонов я не рискну их наносить. То есть рисовать стрелки. Использую вот такую тонкую кисть плоскую. Этот пигмент не нужно ни с чем смешивать, он уже готовый. Я начинаю прямо с шаблона, провожу кисточкой по лейкопластырю и чуть-чуть по коже. Я хочу, чтобы у меня стрелка получилась максимально тонкая. С внешнего уголка довожу стрелку примерно до середины века, то есть тут нужно смотреть визуально, чтобы глаз казался вытянутым. У меня глаза круглые. Пока красила стрелки, время на бровях вышло, их можно смывать. Вот видите, использовала самый черный цвет, а результат получился таким серым, естественным. Мне нравится, без заморочек нанесла, выдержала и сразу смываю стрелки. Пигменту достаточно 2-3 минут, он такой сильненький. Такие стрелки у меня держатся 5-7 дней, в зависимости от того, какой макияж я использую, чем смываю его потом. Ну, с такими стрелками я делаю совсем легкий макияж, чтобы реже использовать мицеллярку. Вот водичка вам показываю, что стрелки стойкие не смываются. Можно под дождик попасть или в океане с ними купаться. Все останется на месте. И дальше я буду делать макияж, такой средненький, не тяжелый. Кожа у меня уже очищена, поэтому я сразу буду наносить тоник от Медипил, это южнокорейский бренд. Набираю 3 пшика в ладонь, растираю и наношу на кожу лица. Он восстанавливает pH-баланс, глубоко увлажняет и выполняет функцию бустера. Разрыхляет верхний слой эпидермиса, позволяя активным компонентам сыворотки или крема проникать глубже и работать эффективнее. Поверх тоже от Медипил наношу вот такой ночной крем, хоть он и ночной, но его можно использовать днем, что я и делаю. По текстуре это плотный гель, легкий, тающий на коже. Он реально проникает глубоко и там работает. Даже когда просто умываешься водой, кожа уже выглядит такой увлажненной, ровной. Морщинки, вызванные сухостью, разглаживаются.
Вот таким карандашом прокрашиваю межресничку. Я не люблю лысые глаза, потому что такой сразу больной вид. Использую бежевый песочный оттенок легкого тонального средства. Такого количества достаточно. И спонжиком наношу его на лицо. Спонжик я размочила в горячей воде. Мне нравится, как после него ложится тональник. И на лице, особенно на возрастной коже, вообще не ощущается. Ложится тонким флюидом. Так как изначально кожу я хорошо подготовила, то в течение дня у меня ничего не будет скатываться. Консилером высветляю все впадины. У меня лицо рельефное, поэтому без этого никак. В этом видео использую кремовый стик, но мне так захотелось. Он, кстати, вполне бюджетный и такой качественный. В описании оставлю ссылки на все средства, которые я использую в этом видео. Вместо румян буду использовать вот такую помаду. Мне нравится цвет. Вообще, в последнее время я часто использую помады вместо румян. Иногда даже карандаши для губ используем в таких малиновых оттенках и с кремовой текстурой. На веки нанесу вот такие кремовые нюдовые тени. И сначала пальцем, а потом кисточкой аккуратно растушевываю. От внешнего уголка глаз к внутреннему. Границу к бровям растушевываю светлым бежевым. Стрелочки подкорректирую вот таким жидким кремовым консилером и тонкой кисточкой. Своего рода создаю такой эффект лифтинга. Консилер растушевываю диагональю к вискам. И мне осталось прокрасить ресницы и доработать губы. А потом дальше мы будем снимать носки с моей головы. Нюдовым карандашом прорисовываю контур своих тонких губ. А поверх наношу помаду Estee Lauder. Она такая достаточно жирная, наносится легко, но ее лучше потом растушевывать кисточкой. Потому что стик у нее такой скользкий, да и губы мои напитались. Если помните, в начале видео я наносила на них питательное масло бальзам. Вот такой результат, и осталось мне это все зафиксировать минеральной пудрой. Пудра у меня от бани Локоны. И давайте уже будем снимать носки с моих волос. У меня уже есть видео с носками мужа на голове, но там я кудри немного по-другому дорабатывала. Там я их прочесывала брашингом, вот таким вот образом. И результат у меня получился таким мягким, с выглаженными, ровными, плотными кудрями. А в этом видео я не буду выглаживать брашингом, вы сравните и в комментариях напишите, какой результат вам больше понравился. Из предыдущего видео или из этого. Если вы любите такие плотные, блестящие, упругие локоны, но боитесь использовать горячие инструменты для укладки волос, вот прям очень рекомендую носки. Это супер безопасно для волос, даже для самых таких поврежденных, убитых волос. Наверное, это самая деликатная укладка в мире. Носки из хлопка, температурой не воздействую. Спать удобно. Итак, что тут у меня происходит? Я сняла носки с головы, и волосы я не стала прочесывать. Хотелось оставить такой более вычурно-текстурный вариант, чтобы волосинки в прядях вырисовывались. Я немного растормошила волосы пальцами у корней, также руками разложила волосы по длине, так как мне нравится. И приподнимая пряди в корне, добавила лак эластичной фиксации для жесткости. Потому что мои волосы мягкие, им нужна твердость. Если у вас волосы пористые, достаточно упругие, держат объем сами по себе, то вы можете так не делать. Если у вас волосы на шее, как у меня, короткие, в носке они не накручиваются, то вы можете просто завить их плойкой. Девочки, вам очень благодарна, что вы посмотрели мое видео. Подписывайтесь. До новых встреч!